Представьте себе, что тяжесть помидоров уже не выдерживают палки. Уже не выдерживают палки. И ломаются вот эти вот опоры мои. И мне приходится вот подставлять еще одну металлическую и укреплять. Потому что под тяжестью помидоров уже ломаются палки. Они просто гнутся и не выдерживают. Не выдерживают этой тяжести. Как они могут выдержать вот такое количество помидоров, вот таких тяжелых? Конечно, поломаются палки. И приходится мне укреплять каждый ряд, а в некоторых местах даже еще ставить вторую дополнительную палку. Потому что вот даже такая толщина, она уже не выдерживает. И ломаются опоры. А металлические столбики я не очень люблю использовать, потому что на дереве моя подвязка вот такая ярусная держится лучше. А на металлической опоре под тяжестью помидоров эта нитка сползает. Поэтому вот такие деревянные столбики лучше всего для такой подвязки. Как я подвязываю помидоры, у меня есть отдельное видео. Это вот такой вот очень быстрый, простой, легкий и надежный способ подвязки помидоров. А теперь, когда уже ломаются палки эти деревянные, то, конечно, в некоторых местах я металлическими, арматурными, нарезанными такими штырями укрепляю этот ряд и подвязываю в некоторых местах. Потому что, конечно, вот такая толщина палки, удержать вот такое количество помидоров это сложно. И это только нижние ярусы. А идут еще и верхние ярусы. Посмотрите, тут тоже уже крупные помидоры. Но на деревянной вот этой палке вот эта подвязка держится лучше. Она задерживается и не съезжает, не скользит, так как она скользит по металлическому. Помидор, который доспел прямо на кусте, это такая вкуснота, вы себе не представляете. И, кстати, мне задавали вопрос, а какой помидор вкуснее? Который в теплице или который в открытом грунте? Ответ на этот вопрос я скажу свое личное мнение. Когда говорят помидор тепличный хуже, а знаете, откуда это пошло? А это пошло с давних времен, когда мы все с вами в магазине покупали помидоры из теплиц. Это было совершенно другое время и другое выращивание помидоров. Помидоры, которые мы покупали, мы называли их тепличные, невкусные, стеклянные, потому что он рвался зеленым, он рвался из теплицы бурым, и способ выращивания в теплице был совершенно другой. Конечно, если поливать химикатами в теплице, препаратом для налива кисти, для завязывания помидоров, химикатами, чтобы помидоры быстрее поспели,
то, конечно же, это будет совершенно другой помидор в теплице. Это будет такой же, как раньше, невкусный, твердый, химический помидор. Я выращиваю помидоры на улице, как и в теплице. Все делаю точно так же. Единственное, что под этими помидорами есть крыша из поликарбоната. И эти помидоры имеют просто защиту от дождя, от ветра, от града и так далее. А уход, содержание этого помидора точно такой же, как и в открытом грунте. Поэтому и вкус этого помидора, конкретного из этой теплицы, точно такой же, как и в открытом грунте. Если выращивать помидоры в теплице, применяя удобрения и различные препараты для налива кисти, для завязывания кисти, для увеличения плода на кисти, то, конечно же, это будет совершенно другой вкус. А тем более, если эти помидоры срывать в буром виде и даже в полузеленом виде, то, конечно же, это будет вкус, как раньше мы говорили, помидора из теплицы. Я выращиваю помидоры без удобрения химического, а использую куриный помет. Куриный помет и подстилку из курятника. Как я это делаю? У меня есть отдельное видео. И я показываю, как я застилаю куриный помет с соломой в теплицу для большого урожая помидоров. Вот эти помидоры растут на курином помете. Больше ничего здесь нет. И такой помидор, который здесь так вырастет, он меня абсолютно устраивает. Здесь все сорта черри, которые я высаживаю у себя в огороде. А вкусные они, сладкие. Ну, помидоры это само собой. Помидоры домой едут. Собираю помидоры уже, для того, чтобы следующие быстрее спели. Сочные, вкусные. Собираю.